В тихом монастыре Санта-Гертруда, укрывшемся от внешнего мира, однажды раскрылось загадочное происшествие, способное перевернуть все, что было привычным для монахинь. Сестра Хоуп, чье имя символизировало веру и надежду, снова вошла в келью матери Грейс. Но на этот раз она пришла не просто с просьбой о помощи или благословением. С блеском в глазах, похожим на отражение света в святом сосуде, она произнесла слова, которые встревожили все умы и сердца обитательниц монастыря: «Я опять беременна». Эта новость оглушила мать Грейс, ведь монастырь, изолированный от мужчин, где каждая монахиня поклялась в чистоте и целомудрии, вдруг оказался в центре такого невообразимого события. В памяти Грейс стали всплывать образы из прошлых сложных ситуаций. Это уже третий случай, когда Хоуп являлась с подобными заявлениями. Каждый раз матушка сталкивалась с выбором: либо поверить ей, либо открыть дверь сомнениям и страданиям. Грейс не могла избавиться от навязчивых мыслей. Как это возможно? Хоуп, представляющая собой символ непорочности, на самом деле могла привести к ничем не обоснованной тревоге, но могло ли нечто сверхъестественное действительно происходить в стенах их святого дома? Хоуп, полная решимости взять на себя бремя своих заявлений, настаивала, что все остается как прежде. Она чиста перед Богом и не понимает, каким образом это чудо могло произойти. Сила этих слов порождала все больше вопросов, и мрак окутывал монастырь, являясь предвестником надвигающейся катастрофы. Ощущая напряжение в воздухе, матушка Грейс понимала, что ее долг теперь — найти ответы на эти экзистенциальные вопросы и, возможно, найти способ восстановить мир в их свете. Все больше погружаясь в размышления, матушка Грейс боролась не только с чудесами, но и с сомнениями, которые начали терзать ее душу. Настоящая беременность или плод фантазии монахини — этот вопрос терзал ее, подобно муклу, измучивая ее ночное бдение. Как могла одна монахиня, состоящая из святых обещаний, снова и снова возвращаться с такими удивительными известиями? Она понимала, что ее собственные сомнения могли разрушить стабильность и моральный компас всей обители. Это стало для нее настоящим испытанием. Наконец, настоятельница решила, что необходимо обратиться к врачу, доктору Клэр, чтобы подтвердить беременность Хоуп и восстановить свое собственное доверие. Она знала, что оставлять вопрос без ответа было крайне опасно. В ожидании встречи с Клэр, которая всегда была профессионалом и знающим врачом, Грейс ощущала нарастающее чувство тревоги. По мере того, как Хоуп готовилась к очередному дню, украшенному ритуалами и молениями, Грейс про себя искала божественного руководства и понимания. Каждый миг, проведенный в раздумьях, уводил ее все дальше от мысли, что все это может оказаться простым недоразумением. Грейс знала, что в какой-то момент ей может прийтись сделать выбор — слепо верить в чудо или столкнуться с мрачной реальностью. Ей хотелось надеяться на лучшее, но сомнения оказывали на ее сердце тяжелое бремя, и каждый день приносил новые мысли о том, как справиться с этой неясностью, нависшей над монастырем. Такие глубокие вопросы шли вразрез с ее верой, и в конечном итоге все это могло затронуть святую сады для сестер.
Когда доктор Клэр подтвердила беременность сестры Хоуп, как ни странно это было, у матери Грейс возникло противоречивое чувство облегчения и ужаса одновременно. Клэр, полной уверенности, успокаивала настоятельницу, сообщая, что нет никаких физических признаков половых контактов. Как такое могло быть? Это расположение истин к чудесам только усиливало недоверие матери Грейс, и теперь этот факт стал для нее настоящей головоломкой. Каждый миг укреплял бремя ее эмоционального состояния, ее беспокойство охватывали целые дебри ее сознания. Несмотря на внутреннюю борьбу, Грейс понимала, что ей нужно принимать этот чудесный факт как законный. Даже если эта ситуация казалась ей нереальной и полной опасной неопределенности, она решила, что именно в ее руках теперь находится судьба ее обители. Сложность ситуации обострилась, когда она поделилась своими сомнениями с Энн Фрэнсис, подругой и сестрой по разуму, которая всегда была рядом в моментах трудностей. Энн была светом в мраке. Говоря с ней, Грейс осознала, что ей нужно проверить все. Она должна была исследовать не только беременность Хоуп, но и саму суть жизни в монастыре, которая теперь ставила перед ней множество вопросов, какие, казалось, вообще недоступны для понимания. Возможно, это время стало настоящим поворотным моментом не только для Хоуп, но и для самой Грейс. Судьба всех сестер зависела от ясности и мудрости ее решений. Все больше погружаясь в свои размышления, матушка Грейс пришла к решению, что ее задача состоит не просто в принятии ситуации, но и в необходимости разобраться в загадке повторяющихся беременностей Хоуп. Она решила, что если Хоуп действительно является жертвой чудес, то они должны взять на себя ответственность, чтобы понять, как это могло произойти и что на самом деле происходит в стенах монастыря. Самообман и игнорирование этих событий могут стоить их святому месту гораздо большего, чем любой мог бы представить. В этот момент матушка Грейс ощутила уверенность, что в ее силах вывести правду на свет. Она понимала, что их поиск может привести к опасным секретам, которые, возможно, подстерегают в тенях, притаившись в обители. Именно поэтому она решила, что должна начать собственное расследование, в которое вовлечет и свою преданную союзницу Энн. Их братство было бы основой, на которой строился бы их путь к истине. Энн, охваченная решимостью с каждым словом матушки Грейс, положила руку на плечо Грейс, утешая ее и вдохновляя действовать. Эта путеводная звезда только укрепила их связь. Они договорились проанализировать каждую деталь, опросить всех, кто мог знать что-либо о Хоуп, и исследовать каждую деталь, чтобы найти ответы. Грейс понимала, что для восстановления мира в обители нужны факты, чтобы противостоять любым нежелательным преувеличениям и слухам. В это непростое время в монастырь прибыла молодая доктор Клэр, чья страсть к служению быстро сделала ее любимым личным врачом для сестер. Она была полной надеждой и энергией, и все обитательницы обители ценили ее вклад. Однажды ночью, когда тишина царила во дворе, таинственная молодая женщина в белом одеянии, похожая на призрак, была найдена бессознательной, валяясь на холодной грешной земле. Это было нечто сверхъестественное. Она не могла вспомнить ничего о себе, кто она, откуда пришла и как попала в это место. Матушка Грейс, почувствовав некое божественное предзнаменование, решила дать этой женщине имя — сестра Хоуп. Это имя стало для нее символом нового начала и надежды. Но они все понимали, что они должны сохранить ее присутствие в тайне, пока не выяснят правду о ее происхождении и истинной идентичности.
Такое решение породило дополнительные вопросы и тревоги, и в то же время усилило решимость матушки Грейс найти истину до того, как ситуация станет непоправимой. Тем временем, следя за развитием событий, сестры начали беспокоиться о возможности того, что Хоуп, новая монахиня, также могла быть связана с таинственными беременностями другой Хоуп. К тому же они замечали, что у нее не было никаких воспоминаний о своей предыдущей жизни. С каждым днем ее беременность развивалась, словно замыкая их в бездне вопросов. Ее отсутствие какого-либо обычного дискомфорта ставило сестер в недоумение и подозрение. Они окружили ее заботой, но каждый раз подспудно осознавали, что за этим скрывается еще более запутанная деталь. С тревогой матушка Грейс и сестра Энн начали замечать, что необъяснимые беременностями Хоуп продолжали нарастать, вызывая еще более глубокие волнения и сомнения среди сестер. Обсуждая ситуацию, обе женщины чувствовали необходимость в более серьезных решениях. Вторичная беременность Хоуп, казалось, становилась еще менее логичной, а отсутствие ее памяти ослабляло их надежды на решение проблемы. Они росли вместе как семья, но теперь их отношения были полны неуверенности и нестабильности. Невозможность Хоуп кормить грудью еще больше разжигала беспокойство матери Грейс, и вместе с опасениями они были переполнены попытками найти какие-либо признаки нормального состояния. Осознавая всю неопределенность и риск, они решили, что пора последний раз разгадать эту головоломку и провести дальнейшее расследование. Установив камеры безопасности, они начали документировать каждое движение Хоуп в надежде понять природу ее странных беременностей. На этот раз не было места для ошибок. Они установили шпионские камеры в самых потайных местах, и их терпение было вскоре вознаграждено. Хоуп пробралась в часовню ночью, совершая таинственные ритуалы, не оставляя помимо магии никаких улик. Это морочило умы Грейс и Энн, подталкивая их к дальнейшему исследованию. Пока они следили за ее действиями, их сердца наполняли тайное волнение и страх. И так, обнаружив скрытый туннель под полом часовни, они еще сильнее задумались над тем, что за всю свою жизнь не осмеливались бы представить. Обстановка вокруг них становилась все более мрачной, и они почувствовали, что на их плечах лежит бремя ответственности за восстановление порядка и правды в стенах их священного дома. Разоблачение темных секретов стало их единственной целью. Когда они, наконец, обнаружили скрытую камеру под часовней, матушка Грейс и Энн оказались в шоке. Открытие, представляющее собой поддельные беременные животы, шокировало их. Они поняли, что сестра Хоуп, ее полное имя Кристина, прямо обманывала их, и теперь этот шок вызывал в их сердцах чувство предательства. Не оставляя в этом места для сомнений, они обратились к своему источнику информации, чтобы собрать доказательства. Далее их расследование привело их в тюремную камеру, где они встретили женщину, которая выступила в роли защитницы прав детей. Она заявила, что она — настоящая мать детей, и предупреждала их о приближающемся опасном человеке, который был связан с запутанной сетью обмана. Его имя оказалось знакомым. Это был тот самый Уильям, который использовал незаслуженные методы, чтобы запугивать и манипулировать женщинами, оставляя за собой лишь тени страха, которые порождали жертвы.
Ситуация обострялась, и матушка Грейс и Энн чувствовали, что темные замыслы о их святом месте раскрывали свои щупальца. Уйти прочь было бы ошибкой, и они знали, что эта тайна теперь охватывала их не только как монахинь, но и как женщин, стремящихся раскрыть истину, защитить свою общину и восстановить доверие к друг другу. У них не было другого выбора, кроме как сразиться со своим страхом, чтобы провести расследование до конца. Вскоре все это привело к напряженной конфронтации с Уильямом. Кристина, известная ранее как Хоуп, оказалась перед лицом судьбы, когда она вышла навстречу с ним. Она решительно отказалась раскрыть местоположение своих детей. Этот запутанный узел насилия и предательства стал для всех невыносимым бременем. Уильям, полностью поглощенный своей жаждой власти, угрожал ей пистолетом. Этот момент стал испытанием для всех, и каждая из монахинь осознала, на что они способны ради защиты друг друга. В то мгновение, когда напряжение достигло предела, мать Грейс, увидев угрозу дочь, скорее всего, не думая, бросилась на защиту Кристины, принимая на себя пулю, предназначенную для нее. Это было не только отчаяние матери, но и проявление первобытной силы любви, которая заведомо способна сплотить даже самые разрозненные сердца. Сложность момента осталась неразгаданной, но мать Грейс показала свою верность и смелость. После приезда полиции и ареста Уильяма все женщины замерли, на долю секунды как будто застыв во времени. Грейс выжила, но ее травмы оставили глубокую рану в сердце. Она оказалась в больнице, окруженной заботливым вниманием медперсонала, но мысли ее были именно о том, как смести обман. Умственная борьба и физическая боль сочетались в ней, когда она проснулась, задавая себе один вопрос: в чем же на самом деле была ее вера в детей этой женщины? События развивались с нарастающей скоростью, когда Кристина, вновь взявшая имя Надежда, раскрыла свою истинную идентичность, оказавшись сестрой Моникой, которая, как оказалось, была заключенной у Уильяма. Каждая деталь ее судьбы была частью большой мозаики, в которой хранились множественные истинные моменты. Она поведала сердечный рассказ о том, как она и ее сестра разработали непростой и опасный план, чтобы спасти Монику и ее детей, используя поддельные идентичности, чтобы избавиться от проникновения зла. Кристина говорит матери Грейс о своем благородном побуждении: «Я не отрицаю обман, но наши действия были продиктованы отчаянной необходимостью защитить детей. Это были не просто дети, это были бессмертные души, и я готова была делать все возможное, чтобы их спасти». Грейс почувствовала, как ее сердце растаяло, и открылась ей новая перспектива, которую она никогда бы не могла предположить. Вместо того, чтобы осуждать, она могла понять. Теперь все стало на свои места. Уильям был не просто обманщиком, а настоящей угрозой. И Кристина, принимая на себя бремя этого стыда и ненависти, добилась того, чтобы вернуть свою семью к нормальной жизни. Таким образом, стало ясно, что за внешним блеском и чудесами скрывалась настоящая борьба, и на этом моменте надежда вновь ожила. Грейс поняла, что единственным путем к исцелению для каждой из этих монахинь будет путь любви, поддержки и прощения.
После всех переживаний Кристина, переименованная в Надежду, своей решимостью раскрыла настоящую суть любви и преданности. Она решила остаться в монастыре, чтобы заново найти свою веру и следовать путям Бога. Надежда отображала истинный характер чистоты, проявляя то, что было несомненно в ее сердце — любовь и стойкость. Она понимала, что все, что произошло, должно было стать уроком не только для нее, но и для всех монахинь. Моника, наконец, воссоединилась с детьми, погружаясь в мир нового начала и перезапуска жизненного пути. В это время Палома, оказавшаяся важным участником спасения их общего дела, открыто продолжала помогать сестрам в восстановлении связей, которые были разрушены. Все они вместе, с испорченными воспоминаниями и проблемами прошлого, открыли новое будущее, основанное на любви, вере и внимании друг к другу. В конечном итоге Надежда пришла к осознанию, что истинная принадлежность к любви Бога не требовала обмана, маскировки или замешательства. Любовь всегда была с ней, ожидая, когда она откроет свое сердце и примет свет, который так давно хотел проникнуть в ее душу. Этот путь стал для всех учителем, обогатившим каждую монахиню и оставившим след любви в стенах их священного дома. Теперь они могли быть едиными, независимо от преград, братьями и сестрами, находящимися под защитой высшей силы. С каждым новым днем в обители стали ощущаться перемены. Сестры начали открываться друг другу, делились своими мыслями и переживаниями, страхами и надеждами. Они организовывали встречи, на которых обсуждали не только повседневные задачи, но и глубинные вопросы веры. Каждая новая беседа стала шагом к обретению гармонии в их отношениях. Когда Надежда начала помогать сестрам в их молитвах и ритуалах, они вновь начали чувствовать связь со своим духовным началом. Вдохновленные ее словами, сестры начали исследовать свои собственные истории и разбирать собственные страхи. Они открывали в себе новые таланты, творческие способности и понимание, что каждая из них уникальна и ценна. Эта община, несмотря на испытания и натяжения, вновь обрела свой дух единства. Стены монастыря, некогда полные тоски и вопросов, наполнились смехом, радостью и светом, потому что они нашли друг в друге поддержку и настоящую силу. И это было чудо, о котором никто из них не мог даже мечтать. Теперь их общество стало оплотом любви, правды и сострадания. Тот, кто когда-то был врагом, стал защитником. Тот, кто был противником, стал верным другом. Монастырь переживал новую эру, которая несла внутри себя семена надежды и исцеления, и каждая монахиня была счастлива, что смогла принять участие в этом пути. Надежда приняла свое новое имя с гордостью и обещанием. Она понимала, что каждое новое утро было шансом сделать мир лучше не только для себя, но и для всех, кто по-прежнему плыл по волнам неопределенностей жизни. Теперь они знали, что их вера и единство способны преодолеть все.